Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на 2022 год для знака зодиака Лев. Давайте посмотрим, что ожидает представителей знака зодиака Лев в 2022 году. Расклад у нас будет по 12 астрологическим домам. Работать я буду на Таро Акаши. Хорошо, еще у нас будет 5 карт. Это то, что происходит у вас сейчас. Это люди, ситуации, которые актуальны для вас в настоящее время. Это фокус и ваше внимание, то, на чем вы сейчас сосредоточены. И, кстати, по этой информации вы поймете, резонирует ли с вами этот расклад. Хорошо, ваш расклад готов. Если вы готовы, давайте начинать. Первая карта у вас это 14-й старший аркан. Карта называется «Инициация» или «Святой Сен-Жермен». Да, она у вас перевернутая, и мы видим, что в прямом положении карта показывает вашу инициацию. Инициация – это намного больше, чем трансформация. Это не что иное, как движение в более высокие вибрации. Это посвящение в какую-то тайну или приобщение к какой-то закрытой группе. Может быть, это какие-то духовные практики, целительные, медитации. Когда карта ложится перевернутая, она говорит, что ваше посвящение уже было, но вы продолжаете держаться за старое. Или, может быть, просто сопротивляетесь вот этим чудесным изменениям. Старые отношения и вещи, которые держат вашу энергию внизу, они не защищают вас, а скорее наоборот. Они держат вас погрязшими в ваших трудностях. Даже если эти низкоэнергетические люди и вещи не подавляют вас, вы можете застрять в их ущербности. Или, может быть, вы просто боитесь двигаться во что-то новое. Вот все это должно быть вами отвергнуто. Не блокируйте ваше движение к высоким вибрациям, потому что с этим вы сможете изменить не только свою жизнь, но и само лицо мира. Вот сейчас я вижу, что у меня все почему-то криво. Сейчас немножечко подправлю. Ну, извините, как получается. Да. Хорошо, вторая карта у вас это опять старший аркан. Это 17-й старший аркан The Lookout. Мы видим, что человек стоит. The Lookout это смотрящий или смотровая площадка. Мы видим, что человек стоит на смотровой площадке, смотрит вперед и пытается сохранить равновесие или свое местоположение, а вокруг него идет битва, баталия. У него уже на корабле горят паруса, но он все равно смотрит с надеждой вперед и пытается выстоять. Но когда карта ложится перевернутая, она говорит, что вот этот человек все-таки упал и потерял свое положение. Но вот это падение выводит его из какой-то жаркой битвы. Вы здесь можете оказаться в муках внезапной трудной потери. Это может быть потеря работы, отношений или каких-то возможностей, например, реализации в каком-то крупном творческом проекте. Каким бы болезненным и сложным это ни казалось, но все равно это все к лучшему. Вот эта потеря выводит вас из конфликта и дает вам свободу достичь еще более высокого уровня возможностей. Вы не должны больше защищаться, поэтому вы на пути к жизни даже больше, чем жизнь. Третья карта – это пятерка роз. Карта называется The Garden. The Garden – это сад. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим. Дети играют в саду. Когда карта переворачивается, она может говорить, что одного или более ваших детей
или вообще каких-то детей в вашей жизни, могут возникнуть некоторые трудности и сложности. Здесь может происходить какая-то нелегкая ситуация, и те, кто вовлечен в нее, могут обвинять друг друга. Это может занять некоторое время для разбирательств. Им могут помочь другие члены семьи или профессионал на работе, если проблемы, например, связаны с бизнесом. Но, может быть, все это длится как-то очень медленно. Вам говорят: поддержите ваших детей, но не вмешивайтесь слишком сильно. Это их опыт, это их урок, и они должны с этими трудностями справиться сами. А вы будьте терпеливы и сострадательны. То есть более легкие времена для ваших детей обязательно наступят. Но пусть происходит все так, как надо. Четвертая карта — это у нас король ключей. Ну, карта перевернутая. В прямом положении мы видим богатый господин на своей такой шикарной лошади едет в свой замок, который является его, да, и все эти земли тоже принадлежат ему. То есть карта может показывать предпринимателя с государственной коммерческой властью. Этот человек уверен, но может быть чересчур зациклен на работе и на своем бизнесе. Когда карта переворачивается, она может показывать у вас трудности с мужчиной на работе, а также это может быть и потеря работы, или отдаление в отношениях для вас или для мужчины, которого вы знаете. То есть успех, к которому вы стремитесь, возможно, ускользает от вас прямо сейчас. Или же вы предпринимаете огромные усилия без видимой отдачи. Вот сейчас вам нужно сосредоточиться на понимании, как ваша жизненная цель может дополнить вашу карьеру. И когда вы это проясните, вы поймете, какие действия вам нужно предпринять. Будь вы мужчина или женщина, король ключей перевернутый может указывать на человека, который уходит с работы или который для вас сейчас недоступен. Но, скорее всего, этот человек богатый. Может быть, это банкир или агентство недвижимости, или что-то связано со строительством. Или человек занимается своим собственным крупным бизнесом. Пятая карта — это у нас восьмерка свитков. Она у вас перевернута. Это path unknown, неизвестные пути. То есть человек стоит перед развилкой, у него есть три направления. Один ясный, понятный, он знает, что получит, если пойдет в этом направлении. А два других не такие ясные, и, может быть, они скрывают какие-то хорошие перспективы и возможности, но также они могут быть связаны и с риском. Вот когда эта карта переворачивается, она может говорить, что вы можете сейчас оказаться нерешительным и сомневающимся, в каком направлении вам двигаться. Вот этот путь слева, он как бы частично освещен, и он призывает вас его исследовать, потому что он ведет в прошлое отношения, способности, к прошлому вашему опыту. Если вы вернетесь в прошлое, чтобы разрешить какую-то проблему или восстановить связь с прошлым человеком, профессией или делом, то вот тогда вы откроете свой путь к будущему успеху. И тогда ваши решения будут более ясными. Но независимо от причины, по которой вы не решаетесь, бросьте себе вызов освободиться от страха и инерции. Потому что уникальные возможности в изобилии находятся в самых неожиданных местах. Если вы узнали себя вот в этих картах, то есть если эта информация с вами резонирует, давайте смотреть дальше. Первый дом — это дом вашего осознания, самоопределения. Это то, как вы себя позиционируете, это ваш образ, это ваше собственное «я». Здесь у вас ложится двойка свитков. Карта называется Two Worlds, это два мира, и она у вас прямая. Мы видим, что женщина стоит перед камином, она о чем-то задумалась, глядя на огонь. У нее есть любимая работа, которая приносит ей финансы, но там в окне находится буддийский храм. То есть карта может указывать, что у вас сейчас происходит конфликт между тем, что внешний мир требует от вас, и как ваша душа вас направляет.
На самом деле у вас могло быть несколько прошлых жизней, где вы хотели сосредоточиться на своем духовном росте, может быть, даже присоединились к какому-то монастырю. Но затем в других воплощениях светский мир предложил вам семью, любовь, финансовый успех. И в этих воплощениях вы уже выбрали материальный мир. Сейчас вы можете испытывать колебания между самореализацией духовного развития и успехом в вашей повседневной жизни. Вам нужно научиться объединять их вместе. Если у вас есть работа или отношения, которые отталкивают вас от вашей духовности, вы должны справиться с этим. Может быть, даже это оставить. Пусть ничто сейчас не мешает вашему духовному росту. Второй дом – это ваши ценности, это дом денег, это ваши собственные ресурсы, а также это дом планирования. И здесь у вас ложится королева ключей, карта у вас прямая. То есть мы видим богатую женщину в шикарном платье, она стоит на крыше своего замка, то есть и этот замок, и эти земли принадлежат ей. Эта карта представляет властную, авторитетную женщину. Она очень чувственна, полезна, вдумчива, уверена в себе. Она уверена в своем положении и авторитете, но она всегда радуется успехам других людей. Эта женщина может быть любовным интересом для вас или кого-то в вашей жизни. Кроме того, эта деловая женщина может представлять вас или важную в вашей жизни женщину, кто собирается подняться по лестнице успеха. Например, должности в банковской сфере, инвестициях, недвижимости или управлении могут быть ожидаемы. Но также это может быть работа на себя, повышение финансовой независимости, растущий авторитет или, например, творческая автономия на работе. Третий дом – это ваши братья и сестры. Это... Я хочу чуть-чуть поправить, все-таки очень криво у меня. Да, так получше. Это семейные отношения, также это короткие поездки, путешествия, это коммуникации, частные события. Здесь у вас ложится четверка роз, карта называется «Взгляд на эго», она у вас прямая. Мы видим на карте, что перед зеркалом стоят 3 человека, а отражается только один. И причем это отражение с каким-то превосходством смотрит на этих людей. Карта может показывать, что в вашей жизни есть бездумный, эгоистичный человек, будь то в любви, в дружбе, в семье или в бизнес-отношениях, который строит планы только с точки зрения того, как они повлияют на него или на нее. Возможно, вы слишком долго и много отдавали этому человеку, ничего не получая взамен. То есть вы терпели это пренебрежение, потому что продолжали надеяться, что все станет лучше, или, может быть, слишком боялись разрыва. Сейчас вас призывают осознать, что этот человек вряд ли изменится, и, возможно, вы откладываете неизбежное. Честно взгляните вот в это зеркало и увидите, как пребывание в этих отношениях влияет на ваше будущее. Четвертый дом – это ваш дом, это ваша семья, это то, где вы проживаете. Также это дом мамы, отношения с родителями. Это ваша недвижимость. Здесь у вас ложится 16-й старший аркан, Кочин-Берун, пойманный в руинах. Вот карта перевернулась. Такое впечатление, что вы были заперты в вашем доме, как в тюрьме. Ну вот, может быть, связано с этой изоляцией. Вот когда эта карта переворачивается, она говорит, что сейчас вы можете выбраться на свободу из вот этих ограничений. То есть здесь кончается какая-то ужасная, мрачная и ограничивающая вас ситуация. Теперь вы свободны, вы сбежали и оставили вот эту тюрьму прошлых историй, убеждений. То есть для вас наступает время двигаться вперед. И будьте уверены, что у вас все получится. Да, прошлое имеет свойство нас затягивать обратно. Если вы почувствуете, что начинаете опять разворачиваться назад, постарайтесь от этого удержаться. Сейчас у вас
время двигаться вперед, не оборачиваясь. Пятый дом – это дом творчества, творческих проектов, это дом детей, это любовные отношения. Также это наше свободное время, это хобби. И здесь у вас ложится четвертый старший аркан. Это у нас рождение, начало. Да, карта у вас перевернутая. Да, она может показывать, что вы можете столкнуться с трудностями или отсрочками, связанными, например, с беременностью, в любовных отношениях, в семье. У вас могут возникнуть сложности с одним из ваших детей, сложности у ваших детей, или же между вами и ребенком. Также у кого-то ребенок может, например, вырасти, там, поступить учиться или выйти замуж, жениться и покинуть родительский дом. То есть тут чувство одиночества, отсутствие любви или недовлетворенное желание дома и семьи также могут присутствовать. Но карта говорит, будьте сильными, прикоснитесь вот к той безграничной любви, которая находится внутри вас. Это та сила, которая может изменить все. Иногда еще эта перевернутая карта может указывать, что вы можете испытать сложности в поиске или в достижении своей цели, в новых начинаниях, в новой работе или в творческих проектах. Возможно, просто внешние возможности еще не даны. Это не крах всем вашим новым начинаниям, просто может потребоваться найти другие способы, чтобы достичь желаемое. Шестой дом – это наша повседневная работа, это наша каждодневная жизнь, это наше физическое и психическое здоровье, это дом питомцев, еще это наши коллеги и сослуживцы на работе. Здесь у вас ложится единица ключей, карта перевернутая. В прямом положении мы видим, что идет оживленная стройка, тут работают люди на каких-то основаниях, здания строят, фундаменты закладывают. И есть архитектор, который является руководителем всей этой стройки, его помощник, и на столе у него лежит очень много чертежей. Карта может говорить, что планировалось, например, ремонт, строительство вашего дома, бизнеса или рабочего места. Но когда карта переворачивается, она может указывать, что ваши планы изменились или провалились. Это могут быть вещи, которые, как вам кажется, вы не контролируете. Или, может быть, вы потеряли веру в свои собственные способности и авторитет. Но даже если очень большая задача сейчас стоит перед вами, не сдавайтесь. Пришло время пробудиться вашей силе, мощи и необходимости составить план. То есть, если какой-то проект у вас находится в состоянии краха, начните новый, ну или, по крайней мере, рассмотрите те действия, которые вы сейчас можете предпринять, чтобы восстановить свою силу и начать все заново. Седьмой дом. Да, седьмой дом. Это у нас дом супружества, это брак, это партнерские отношения в любви и партнерские отношения в бизнесе, в творческих проектах. Здесь у вас ложится единица силы, карта называется Дакаша Филд, это поле хроник Акаши. Мы видим, что это поле Акаши, в котором происходит движение вот этих энергий. Их тут изображают в виде северного сияния. То есть карта говорит, что вся информация, сила, энергия и опыт, которые вибрируют в этом царстве бесконечной истины и возможностей, каждый ее кусочек может быть вашим. И когда эта карта ложится прямая, она говорит, что в это время для вас изобилуют какие-то великолепные возможности. Вы можете увеличить или ускорить опыт открывания дверей в хрониках Акаши. Ваша энергия жизненной силы резонирует сейчас со Вселенной, поэтому вы можете исследовать хроники и получить ту информацию, которая вам нужна, и силу, которая может вам помочь. Действуйте сейчас с осознанным вниманием, напишите ваши намерения и попросите вдохновения. Вселенная сейчас готова принять любые ваши искренние желания. Для вас пришло время для их исполнения. Да, у вас в раскладе 3 королевы, и все в прямом положении. Королева ключей, королева силы и королева свитков.
То есть королева ключей ассоциируется с достатком, с благосостоянием, с реализацией в карьере. Королева свитков говорит об обучении, о коммуникациях, о продумывании. Королева силы говорит, что вы сейчас будете обладать силой, у вас будет правильно двигаться энергия в организме. Конечно, этой информации больше для женщин. Хорошо, ваш 8-й дом – это дом чужих денег, это деньги партнерства, брака или бизнес-партнерства. Также это дом трансформации, духовной силы, наследства. Здесь у вас ложится сезонная карта. Это у нас Spring Autumn, весна-осень, но она у вас ложится в позиции осени. А осень – это сбор урожая. То есть, возможно, к вам придет большое изобилие. И вас непременно призовут собрать результаты того действия, которое вы предприняли в прошлом. Ваша карьера, творчество, личные проекты – все обязательно окупится. И хотя результаты, которые вы ожидаете, будут благоприятными, но не забывайте, что есть еще усилия как для сбора урожая, так и для его посадки. То есть могут понадобиться какие-то окончательные усилия, которые вам необходимо будет предпринять. Поэтому сконцентрируйтесь на том, что вам необходимо будет сделать, чтобы завершить рассматриваемый вопрос. Потому что урожай – это время пожинать то, что вы посеяли. Поэтому наслаждайтесь плодами вашего труда. Будь то урожай большой или маленький, всегда выбирайте жить в благодарности. Потому что когда мы размещаем эту благодарность во Вселенной, то Вселенная нам в будущем отражает еще больше. 9-й дом – это дом высшего образования, это высшее понимание и осознание. Это дальние поездки, путешествия, переезды, это иммиграция. Это дом религии, юридические вопросы и большие перспективы. Здесь у вас ложится 8 ключей, перевернутая. Карта называется мастер-артисан, это мастер-ремесленник. То есть мы видим ювелирная мастерская, сидят ученики, стоит их мастер-наставник. И он делится со своими учениками, своими дарами, талантами, знаниями. То есть из его рук в руки ученика сыпятся драгоценные камни. Когда эта карта переворачивается, она показывает время великого возвращения. То есть вы делились своими дарованиями с миром, и теперь прекрасный период получения для себя. Вы работали тяжело, усердно, приложили много усилий и энергии, чтобы внести свой вклад в человечество. Но теперь пришло время Вселенной вернуть вам богатство и удовлетворение, которые вы заслуживаете. То есть теперь это возвращается в ваши руки. Вот эти драгоценные камни сыпятся теперь в ваши руки. Но вы получаете в 10 раз больше, чем отдали. И теперь у нас в 10 и в 11 домах 2 королевы. Но 10-й дом у нас это дом карьеры, также это дом отца, отношения с папой. Еще это ваша репутация, социальный статус, власть, это общество, это то, чего вы желаете достичь. Здесь у вас ложится королева свитков. И когда эта карта появляется в прямом положении, она приносит важную информацию и вдохновение для вас. Королева свитков – это женщина высшего разума, которую вы уже можете знать или вам еще только предстоит с ней познакомиться. Ее целью является помочь вам подняться к новому уровню мудрости и понимания. Это может быть для вас учитель, а также эта женщина может предложить вам дружбу, которая затем может перерасти в глубокую любовь. Она может быть полезна вам в каком-либо проекте, который требует общения. Она может быть автором, маркетологом, издателем. Например, если вы писатель, она может быть кем-то, кто посодействует вам с публикацией. Но также она может представлять вас или важную женщину в вашей жизни, получившую должность в области, связанной с коммуникациями, консультированием, преподаванием, маркетингом или публикациями. И эта карта указывает на этап углубленного понимания и готовности к обучению.
Сейчас идеальное время для личностного роста и обширного изучения. Будь то это развитие физического тела, ума или это духовное развитие. Карта говорит: откройте тайны, которые скрыты в свитках Акаши, и войдите в эту дверь знаний. 11-й дом – это дом друзей, это коммуникации, соцсети, это социальное желание и устремление, а также это дом надежды, это способность к самореализации, это астрология, это цели и направление движения. И здесь у вас ложится прямая королева силы. Мы видим, что стоит женщина, она управляет энергией Солнца в одной руке и энергией Луны в другой, и при этом она не соблюдает, а сохраняет равновесие и баланс на льду. То есть карта показывает, что в вашей жизни есть или появится женщина, которая поможет вам добиться великого равновесия в вашей жизни. Она приносит необычные сочетания силы и мира, творчества и восприимчивости как в ее энергии, так и в ее поддержке для вас. Иногда эта карта может представлять человека в вашей жизни, или вас, или какую-то важную женщину, которая вступает в фазу великой силы и способности выдерживать ее замечательным результатом. Эта карта может нести новые роли, возможности. Это карьера во многих науках, мировом общении, коммуникациях. Это управление энергиями. Это все, что связано с природой. Но также королева силы может указывать на возможное появление любовного интереса, или же партнера в бизнесе, или в творческом проекте. И эта женщина имеет очень сильное влияние и связи. Это поможет вам или кому-то другому. Конечно, эта женщина может быть тот, кого вы знаете, или может быть это кто-то новый. Но когда эта карта появляется, то есть надежная и, кроме того, мощная поддержка для вас. Но также карта вам советует поддержать в это время самого себя. Потому что если вы сейчас держите силу Солнца и Луны, то только сами вы можете управлять энергией своей бесконечной жизни. Тут вот я скажу, что у меня идет. Да? Здесь может быть через соцсети вы будете заниматься какими-то энергетическими практиками. Тут или вы под управлением вот такой дамы, или, может быть, вы уже сами будете давать какие-то уроки. Потому что вот здесь идет прям движение энергии. Ну и 12-й дом у нас — это дом тайн, это то, что от нас скрыто, это кармические уроки, кармические отношения, это дом эзотерики, духовное общение, а также это дом изоляции и закрытых учреждений. Здесь у вас ложится третий старший аркан, это у нас архангел Габриил, Габриэл или Гавриил, но карта у вас перевернутая. Вообще архангел Гавриил — это божественный посланник, это архангел общения. На своей груди он носит герб Меркурия. Меркурий у нас это не только бог медицины, но еще и это бог общения. Когда эта карта ложится перевернутая, она может указывать, что у вас будут трудности с общением. То есть вы не высказываетесь сами, и ваши мысли наполнены негативными словами. Но это может быть жизненный урок для вас. Это что-то, что вам нужно было изменить в течение длительного времени. Гавриил — это мощная сила, которая приносит божественную любовь, мужество для вашего самовыражения. Если у вас трудности с общением, с выражением своих мыслей, то попросите этого архангела, он всегда для вас доступен и готов вам помочь. Пусть его мирное, но мощное присутствие наполнит вас смелостью и мужеством, потому что этот архангел был другом вашей души на протяжении истории хроник Акаши. И вот это время неразберихи и разрыва в общении — прекрасная возможность пробудиться к этой глубокой дружбе, выразить себя и сказать свою правду.
Поэтому разберитесь, что вам надо сказать, почувствуйте заботу и поддержку Гавриила, его присутствие, и начните чувствовать себя комфортно, услышав свой позитивный и мощный голос. Для вас наступает время высказываться, а не молчать. Да, и я вам не достала 18-ю карту. А это у нас взгляд в будущее. Это намек на будущее направление и устремление, которое будет основано на выборе и действиях вас в 2022 году. Давайте мы ее сразу откроем. Забыла я ее достать. Да. 23-й год. Еще одна королева. Да, но эта королева у нас перевернутая. Это королева роз. Она, как правило, символизирует любовную связь. И когда эта карта ложится перевернутая, она может показывать на разлад или конфликт с женщиной в вашей жизни. Это может быть друг, член семьи, коллега на работе или это возлюбленная. Но кто бы это ни был, сохраняйте спокойствие и будьте сосредоточены. Возможно, вы сможете разрешить данную ситуацию с помощью общения. Но также эта карта может показывать вас или важную для вас женщину, которая выходит из роли жены или матери. Здесь могут быть трудности с зачатием, или, может быть, ваши дети выросли, покинули родительский дом, или же разлука с любимым. Возможно, вы больше не резонируете друг с другом, и для вас пришло время отпустить. То есть карта показывает период трансформации. Отпустив тех, кто вами не дорожит, не уважает, вы обнаружите, что открываете свое сердце нежной заботе, которую вы действительно заслуживаете. Ну и, наконец, эта карта может указывать на глубокую рану в собственной любви к себе. Может быть, даже в прошлом отсутствие заботы о себе. И карта призывает вас полюбить себя, и тогда Вселенная ответит вам гораздо больше любовью в вашей жизни. Такой у нас с вами получился прогноз. Пишите ваши комментарии. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.